Бомбическое буррито с соусом сальса и перцем чили. Смотрим, друзья, невероятный ужин для двоих. Всем привет, друзья, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. И сегодня мы приготовим офигенную бомбическую мексиканскую закуску, которая называется буррито. Я обожаю вот эти вот мексиканские закусочки, и чимичанго, и буррито, и фахитос, и все это просто очень вкусно и элементарно готовится. Любой молодой человек, даже если вам 12 лет, вы это сможете повторить. Давайте посмотрим на стол. У нас здесь 250 грамм томатного соуса, 100 грамм фасоли, это один из основных ингредиентов. Далее это курица, 300 грамм соли по вкусу, перец тоже по вкусу. Как вы видите, 2 зубчика чеснока небольших, средняя головка лука, обязательно перец чили острый, 100 грамм твердого сыра, твердых сортов, помидорка, 2 болгарских перца, обязательно вот такие вот лепешки, тартали, 4 нам хватит, подсолнечное масло. И мы не будем терять время, сразу же возьмемся за лук. Вы сейчас не теряете время, подписывайтесь на канал, ставите лайки, обязательно колокольчик не забывайте, а мы режем. Вот таким вот простым способом. Очень удобно, когда острые ножи. Лук нам фигачит в глаза, мы сейчас включаем плитку на самый большой огонь. У нас 9 делений, мы на 8, на 7 включим, будет нормально. Сейчас нам надо будет добавить растительное масло в сковородку, естественно, лук. Масло, как вы видите, уже здесь, и лук сюда же. Обязательно распределяем его, помешиваем и пассируем. Минутки 2-3. Пока пассируется лук, мы тем временем нарежем курицу. Сделаем это быстро, потому что я обещал, да, что готовить это блюдо мы будем быстро. Вот такие не мелкие, хорошие куски нарезаем, чтобы прямо не чувствовались. Курицу отправляем к луку. Если есть необходимость добавить немножко подсолнечного масла, то обязательно это сделайте. Перемешать надо тоже обязательно. Следим за процессом. Помешиваем обязательно курицу. Сейчас самое время добавить соль. Чайную ложечку без горки. Ребят, вы добавляйте по вкусу. Далее у нас такая маленький кусочек перчика, потому что он ядреный. Это чили перец. Нарезаем его очень мелко и добавляем туда же. Вот прям мельчим. Вот так вот. Этого будет достаточно. Он сделает свое дело. Помимо этого мы добавим еще и черный перец. Огонь мы убавили. Заметили, да, что я убавил огонь? Я говорю, что вы вместе со мной тоже. Добавляете огонь, размешиваем. И сейчас самое время нам нарезать болгарский перец. Могу говорить, да? Помешали, нарезаем перчик. Сначала на полоски. Как только дорезали болгарский перец, отправляем его в сковородку. Перчик очень красивый и ароматный. Безумно люблю вкус и аромат паприки. Сейчас добавляем сюда же также фасоль. Так, размешиваем. Это немножко дело у нас потомится. И немного спустя времени мы добавим туда кое-что еще. А что я покажу. Нарезаем помидор. Помидор нарезаем произвольно. Мы режем так. Нам наши ножи позволяют резать так, как мы хотим. Это важно. Так. Такие хорошие кусочки, чтобы мы почувствовали помидорку. Как только разобрались с помидором, беремся за сыр. У нас 100 грамм сыра твердых сортов, который мы натираем на крупной терке, как вы заметили. С сыром разобрались. В сторонку. Так, нет, вот так, смотри. У нас все достаточно уже потомилось. Самое время добавить
томатную пасту и соус и помидоры. Существуют, конечно, разные вариации, как можно сделать буррито и без помидор, и с рубленым мясом говядины. То есть много вариантов. Я вам показываю такой классный вариант, который я сам люблю. Сейчас добавляем сюда же томатный соус, как я и сказал. Хорошенько размешиваем. И пускай у нас это дело все еще потомится некоторое время. На медленном, кстати, огне, что немаловажно. И под крышкой. Прошло минут 15. У нас все здесь потомилось на медленном огне. Как только мясо преобразилось, такое покраснело немножко, мы все это дело выкладываем в удобную емкость. Аккуратненько расположили сюда, где нам удобно, как я и сказал, и добавляем сыр. Обязательно нам надо будет его, кстати, ребят, равномерно добавлять. Чуть-чуть добавили, потому что он начнет плавиться, и перемешивать. Перемешали, еще добавили, и так до конца. Так. Тарталии у нас здесь 4 штучки. На основе пшеничной муки они сделаны. И поступаем следующим образом. Хотя вы, наверное, уже догадались, что соуса у нас здесь на гораздо больше буррито. Кладем обильно. Сейчас самое главное — это хорошо завернуть. Так вот поступаем. Раз. Оттягиваем этот край. И вот так вот. Вот она, вот такая вот бурритка получается. Остальные делаем так же. Раз, два и готово. Наконец-то долгожданный момент дегустации. Видели, насколько это просто, насколько это вкусно и сытно. Вы сейчас не сможете увидеть и узнать, пока вы не сделаете, не попробуете. Просто бомбическая штука. Очень сытная. Я обязательно сейчас докушаю уже после вас. Друзья, пересмотрите видео, повторите все рекомендации, и у вас получится вот такая вкуснятина. Обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. С вами был Олег Лейман. Колокольчик не забывайте нажать. Всем пока.